С взаимными ударами России и Украины по тылам друг друга, как ближним, так и дальним, есть известная проблема. Они стали рутиной. Ни ночи не проходит без того, чтобы в России не горело что-то нефтяное, а в Украину не прилетало по жилым домам. Говорить об этом имеет смысл только когда что-то качественно меняется. А в этот раз качественно поменялось. Украина уже давно умеет контролировать фронтовыми беспилотниками саму линию фронта, создавая килл-зоны на несколько километров. Эти килл-зоны настолько плотно закрыты с неба, что в них не выживает никто. Украина уже давно умеет бить далеко вглубь российской территории большими дронами. Но между областями применения FPV-дронов и дальнобойных ударов оставалась полоса примерно до 200 километров от линии фронта, для которой не было никакого специфического вооружения. В этой полосе происходит вся логистика российской армии. Доставка и хранение боеприпасов, перемещение войск. Важное изменение, произошедшее буквально за минувший месяц, заключается в том, что Украина открыла для себя тактику middle страйков, промежуточных ударов. И буквально за считанные недели смогла не только порушить логистику российской армии, но и заблокировать перевозку топлива по федеральной трассе Новороссия, которая идет через оккупированные территории в Крым. О последствиях таких ударов мы сегодня и поговорим. Это важно. Прежде чем начнем, только напомню, по ссылке в описании у нас способы по обходу ограничений российского интернета. Также мы сделали наш собственный рейтинг VPN-сервисов, который ежедневно обновляется, и вы можете посмотреть, какой сервис на данный момент работает лучше. Теперь к ролику. Давайте вспомним, как выглядела война первые 3 года. На фронте уже достаточно давно силы сторон, если не вполне паритетны, все-таки у России гораздо больше ресурсов, но сопоставимы. Бои за хутор и лесопосадку продолжаются месяцами. Продвижение российской армии на отдельных направлениях измеряется сотнями метров в месяц. Любые попытки форсировать наступление приводят только к росту жертв. На линии фронта ни у кого не было решающего преимущества. Но за пределами фронта Россия доминировала абсолютно. Россия ракетами и дронами пробивала всю территорию Украины до западной границы. Украина же ответить на это соответствующе не могла. Украина могла только наносить удары на несколько десятков километров. И изредка, используя чрезвычайно дефицитные ракеты типа Атакамса, могла пробивать на 2-3 сотни километров, но не больше. Это был главный дисбаланс войны. Россия могла уничтожать украинский тыл, разрушать логистику и энергетику, терроризировать население. А Украина ничего из этого не могла, даже если бы хотела. Атаки российской инфраструктуры были единичные, и каждый раз это была отдельная спецоперация, как с подрывом грузовика на Крымском мосту. В последние 1,5 года ситуация очень резко изменилась. Производство всех типов ударных беспилотников в Украине встало на поток. Дальние удары уже давно стали заурядными новостями, и сейчас Украина выжигает ближний тыл, логистику российской армии и фактически блокирует Крым. Военное время замыливает глаз. Чуть ли не каждый день происходит что-то беспрецедентное. Но вообще-то говоря, новости о том, что бензин в Крыму теперь по талонам, должна несколько ошеломлять. Бензин по талонам. Это что-то из конца 80-х, когда советское государство уже агонизировало. Теперь это реальность Крыма, потому что атакуя беспилотниками трассу Новороссия, единственный сухопутный коридор, Украина превращает Крым в остров. Не менее 125 грузовиков на этой трассе уже уничтожены. Перед нами настоящая дорога смерти, по которой ни один здравомыслящий человек никогда не поедет, а тем более не повезет у себя за спиной бочку с горючей жидкостью. Целый регион, самый идеологически важный, который стал по сути единственным настоящим трофеем Путина за все его 12 лет завоеваний. И теперь это место, где топливо отпускают по талонам. По российской инфраструктуре прилетает так часто и так плотно, что несчастные нефтебазы теперь горят, даже особо в новости не попадая. Сегодня, чтобы попасть в новости, нужно быть или крупным НПЗ, или нефтяным терминалом. Bloomberg сообщает, что переработка нефти в России упала до минимума за 16 лет. Но исследование Блумберга не то, что нам так ценно. Факт в том, что Россия запретила экспорт авиационного керосина, в дополнение к уже действующему запрету на экспорт бензина и частичному запрету на экспорт дизельного топлива. Таким образом, помимо всяких оценок Блумберга, украинские удары уже заставили Россию прекратить экспорт основных нефтепродуктов. Прекратить в условиях, когда экономика чувствует себя плохо и бюджет недополучает налоговых поступлений. Если принимаются такого рода меры,
Если оказывается, что Россия не может экспортировать нефтепродукты, потому что самим не хватает, значит ситуация действительно критическая. Поговорим об этом дальше после небольшой рекламы. Посмотрите, пожалуйста. Если вы планируете поехать за границу этим летом, стоит подготовиться заранее и на всякий случай завести себе карту другую иностранного банка. Причем такие, чтобы пополнять можно было прямо с российских карт и выводить обратно. Однако стоит быть внимательным. Сейчас появилось немало мошенников, предлагающих открыть зарубежную карту, и среди них есть и клоны уже известных и надежных компаний. Поэтому используйте верные ссылки и выбирайте проверенный сервис. Например, сервис MasterCard Bridge. Его основал мой зритель Данила еще в 2022 году. Он работает с банками напрямую, поэтому цены у него доступней, а сроки открытия от 1 дня. Кроме того, Данила дает гарантии. Вы либо получите карту, либо вам вернут деньги в полном объеме. Ситуации бывают разные, да и законы другой страны могут резко измениться, поэтому такая гарантия будет не лишней. Данила открывает карты уже больше 4 лет. Он знает об этом все и до нюансов. Вы можете написать ему напрямую, и он абсолютно бесплатно разберет конкретно вашу ситуацию, подскажет решение и направит. А карта пригодится вам не только в поездке при бронировании отелей, авиабилетов и оплате покупок. Вы также сможете оплачивать зарубежные сервисы: Spotify, Netflix, Steam, ChatGPT. Сможете пользоваться Swift, подключить карты к Apple Pay или Google Pay, хранить деньги на зарубежном счете в валюте, получая проценты. Кстати, если у вас есть уже карта Казахстана, Данила поможет ее продлить на 5 лет и доставит вам. Сейчас цены на открытие карты выгоднее, чем когда-либо. Однако и возможностей с каждым месяцем становится все меньше. Поэтому лучше не тянуть. В описании к ролику у меня стоит оригинальная ссылка на сервис MasterCard Bridge. По промокоду MaximCats скидка в 30%. Спасибо, что смотрите рекламу. Она позволяет каналу независимо финансироваться и делать то, что мы хотим, соответственно. Продолжим. Мы говорили о том, что украинские удары уже заставили Россию прекратить экспорт основных нефтепродуктов. Быстро расширяется и география обстрелов. На днях впервые воздушная опасность была объявлена по всему Уральскому федеральному округу, до Западной Сибири включительно. Вся территория России, куда вообще есть смысл стрелять, сегодня находится под обстрелом. Да, Украина не дотягивается до Восточной Сибири и дальше на восток, но в этом и смысла никакого нет. В остальном, страны в абсолютно одинаковых условиях и могут наносить тяжелый взаимный ущерб каждый день. От ущерба этого нет защиты. Ущерб этот нельзя прогнозировать. Ни в какой бюджет нельзя заложить вынужденный отказ от экспорта нефтепродуктов. Ни в какой бюджет нельзя заложить взрыв нефтяного терминала в порту. Невозможно при составлении бюджета спрогнозировать, насколько больше Украина произведет беспилотников в следующем квартале, насколько дальше они будут лететь. Бюджетные проблемы, долги, налоги – все это вещи пугающие, но прогнозируемые. Полноценная война дронов – вопрос не только военный. Да, Украина последовательно выщелкивает логистику российской армии, чем вызывает у зетников бешенство. Они как только не склоняют российское государство, которое оказалось неспособным себя защитить. Но экономический и политический эффект не менее, а может и более важен. Насколько все плохо с топливом в Крыму сейчас? Крупнейшая сеть автозаправок «Атан» запустила онлайн-сервис, где можно убедиться, ни на одной из их точек бензин свободно не отпускается. Если продажи топливных карт остановятся, никакой посторонний человек, который заранее карту не купил или не получил где-то, бензин приобрести на полуострове не сможет. При этом туризм – это фактически единственная внятная экономическая активность полуострова. Крым не может себя ею прокормить, но может брать меньше денег из федерального бюджета. А о каком курортном сезоне в таких обстоятельствах может идти речь? Со срывом же сезона Крым станет регионом, где нет ни работы, ни предприятий. Это регион, который нужно будет не датировать, а прям содержать. И случилось это только потому, что одну единственную дорогу закидали минами с дронов. Копеечное абсолютно решение. Всего 1 месяц атак по федеральной трассе, а дает вот такой ошеломительный эффект. Мы об этом уже говорили. Главная причина, почему удары по тылам будут только нарастать, заключается в драматической разнице между ценой таких атак и ценой последствий от них. Один дрон ценой в тысячи, в крайнем случае десятки тысяч долларов,
может остановить работу предприятия с оборотами в миллионы долларов в день. Сотня таких дронов может заставить противника отказаться от важной статьи экспортных доходов. Борьба с копеечными дронами мало того, что стоит как минимум на порядок дороже, чем сами дроны, но она еще и довольно бессмысленна. ПВО производить дорого, долго. Купить его извне фактически невозможно. Сейчас у всего мира дефицит. Все запасы пополняют свои. При этом масштабировать производство беспилотников из гражданских компонентов вообще не проблема. Борьба щита и меча в данном случае очень не в пользу щита. Беспилотники бесконечны, средства ПВО крайне ограничены. Значит, потери обеих сторон будут только нарастать. К чему это ведет? В случае России, помимо экономического ущерба, будет ущерб политический. Все сложнее будет поддерживать остаточную иллюзию нормальности. Нормальность и так уже не слишком-то у нас ночевала, в том числе усилиями российского государства по отключению связи. Но чем дальше расползается воздушная угроза, чем меньше остается регионов, куда не долетает, тем сложнее будет делать вид, что война — это лишь какой-то сюжет из телевизора, который можно продолжать бесконечно. Хорошо, когда никто толком не воюет, рассуждать о том, что Россия способна воевать 20 лет, ведь при Петре Первом же, мол, воевала. Когда война была проблемой нескольких приграничных регионов и только тех, кому хватило глупости контракт подписать. Теперь же война — это отсутствие связи, дефицит топлива, рост цен, сокращение занятости и доходов, постоянные поиски государством, как бы еще с граждан денег стрясти. Очень сложно продавать при этом идею, что такое можно продолжать бесконечно. В этом смысле фронт и тыл едины. Разрушение логистики и поля смерти, контролируемые дронами, исключают любое успешное наступление вместе с надеждами на то, что война закончится на поле боя в обозримые хотя бы не месяцы, а годы. Никто на это не может надеяться, даже самые крайние зетники и апологеты войны. Да даже генерал-депутат Гурулев. Но с ним отдельный разговор. Атаки же вглубь страны однозначно говорят: войну надо заканчивать. Как угодно заканчивать. Никому не нужна очередная лесопосадка даже даром. И тем более, когда цена этой посадки, цена нового километра продвижения за месяц — это горящая под окном нефтебаза, орущие сирены воздушной тревоги, нефтяной дождь. Не надо забывать и кое-что важное. Вот с такой войной, с такими последствиями, покрывающими едва ли не всю страну, российское государство подходит к выборам. Так выглядит стабильность, которую гражданам предлагается поддержать. Мы не знаем, до чего дойдет дело осенью. До нее 3 месяца, а ситуация с атаками меняется каждые несколько недель. Еще месяц назад не было проблем с трассой Новороссия, идущей по оккупированным территориям. Теперь же она заблокирована минами. Еще месяц назад не было воздушной тревоги по всему Уральскому федеральному округу. И не было и речи о том, что ущерб от прилетов заставит отказаться от экспорта авиационного керосина. Украинская сторона в курсе, что Путину осенью грозят выборы. Для него это момент стрессовый. Для Украины же это момент возможностей. Она может нарастить атаки и максимально дестабилизировать обстановку накануне выборов. Тем более, что реакция российской стороны на все нарастающие атаки сводится к запретам, ограничениям и штрафам для граждан. Благодаря безраздельной власти спецслужб, украинские удары имеют очень мощный кумулятивный эффект. Нефтебаза горит в каком-то одном районе города, а связи нет по всему городу или региону даже. Вся логика событий говорит нам о неизбежности эскалации. Удары по логистике, дистанционное минирование дорог вблизи фронта, дальнобойные удары по нефтяной и промышленной инфраструктуре. Это дешево и эффективно. От этого нет приема. Это легко масштабировать. Это эффективный способ нанести реальный экономический и политический ущерб противнику, разрушить его систему управления, заставить государство нести дополнительную нагрузку, в том числе управленческую. Успешные практики никто не будет прекращать. И можно только догадываться, как это все будет выглядеть через месяц, 2, полгода, год, 2 года. Куда будет долетать и до какого масштаба разрушений мы доживем до тех пор, пока не закончится Путин или война. Что надо думать, произойдет одновременно. До завтра.